Итак, как дела, мои чуваки? Уже наслаждаетесь кроссплатформенностью в eFootball? Надеюсь, что да, поскольку мы уже живем в том мире, в котором кроссплей доступен для eFootball спустя столько лет ожидания. Пока что тема последнего обновления все еще актуальна, предлагаю поговорить про нововведения, которые вместе с ним и появились. В прошлом ролике мы говорили как раз таки про обновленный геймплей, сегодня же хочется поговорить про кроссплатформенность, как с ней играется, в целом, кто сильнее, ПКшники или консольщики, и что там с мобильными игроками. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. А выводить средства с их сайта стало еще выгоднее, нежели раньше. И теперь комиссия с вывода снижена с 10% до 5 или 6% в зависимости от выбранного вами способа. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. И не так давно на PlayRock стартовал новый весенний розыгрыш, в котором можно выиграть игровой ноутбук, iPhone 16 Pro Max и PlayStation 5 Pro, а также 5000 рублей на свой аккаунт на PlayRock. Условия участия крайне простые. Вам достаточно подписаться на PlayRock в их соцсетях и также совершить платеж более чем на 500 рублей. И чем больше у вас билетов в рамках данного конкурса, тем больше шансов на победу. Результаты станут известны уже 24 апреля на официальном YouTube-канале PlayRock. Если последнюю неделю вы проживали в бункере, не выходили на связь и в целом не понимаете, что происходит в игре, то в прошедший четверг в игре появилась возможность кроссплатформенной игры, то есть игры между разными платформами, если кто не понимает, что она из себя представляет. То есть, грубо говоря, если вы играете на консоли, то благодаря именно этой функции вы сможете сыграть с игроками на ПК. И наоборот, если вы играете на ПК, благодаря этой функции вы сможете сыграть с консольщиками и в лишний раз проверить, кто из вас сильнее. Таким образом, ивенты и даже дивизионы у нас в игре объединились, теперь у нас все единое. Для тех, кто дрочил на рейтинг и на отдельные значки, соболезную, поскольку заполучить красивенький значок с топ-1000 или с топ-500 или топ-100 стало намного и намного сложнее. Слава богу, я свой значок забрал, поэтому могу не беспокоиться. Но да, после того, как у нас объединили, по сути, рейтинг дивизионов, мы теперь все в одной лодке, у нас у всех единый рейтинг, и самый лучший игрок у нас, по сути, самый лучший среди всех платформ. Один из интересующих вопросов: а что же будет с игроками, которые будут играть исключительно с пользователями со своей платформы, то есть если они отключат кроссплатформенность? Скорее всего, они никуда не пропадут из рейтинга, у них не обнулятся предыдущие матчи, очки останутся, просто они, наверное, не смогут подняться выше определенного порога, поскольку количество матчей у них будет намного меньше, чем у тех, у кого, самые высокие места в рейтинге, поскольку у них, соответственно, матчей больше. Они играют не только со своей платформой, но и с другими платформами тоже. И, грубо говоря, играя только на ПК или только на консоли, вы сможете попасть, например, там в 1500 рейтинга в дивизионах, или может быть в топ-1000, но не более того. Опять же из-за того, что у пользователей намного меньше матчей, нежели у остальных. Что же касается матчмейкинга, после введения кроссплея в игру, то в принципе, как по мне, глобально особо ничего не изменилось, то есть соперников ищет по времени примерно столько же, сколько и раньше. Может быть, подобные изменения произошли для условных игроков на Xbox, поскольку там база пользователей намного меньше, чем на PS и ПК, поэтому в этом плане я особой разницы не заметил. Слава богу, то, чего я боялся больше всего, коннекта во время матчей, в принципе, здесь также проблем не было замечено, то есть у всех игроков, с которыми я играл, которые были консольщиками, у нас с ними был хороший коннект, особо проседаний не было, и я бы не сказал, что кто-то пытался манипулировать сетью, кто бы какой смысл не вкладывал в это словосочетание. А поэтому играть с кроссплатформенностью можно более-менее неплохо, то есть никаких проблем с коннектом, соединением, слава богу, замечено не было. И это при условии, что я играл в первые дни после обновления, когда наплыв, чуть больше, чем обычно, когда все хотят попробовать эту вещицу, посмотреть, как она работает. А поэтому я считаю, что этакий стресс-тест, он, в принципе, выдержан. Да и, в принципе, большинство из тех, у кого я интересовался касаемо качества соединения, качества коннекта, в принципе, от них я тоже слышал более-менее схожее мнение. То есть, что, в принципе, глобальных проблем не обнаружено. Играть можно. А поэтому
поэтому почему бы и нет? Касаемо же мобильных игроков. Изначально Konami обещали, что кроссплей будет распространяться на все актуальные платформы, начиная с мобильных устройств и заканчивая персональными компьютерами. Но по итогу мы видим, что кроссплей у нас между консольщиками и ПКшниками. Где же мобильные игроки? А Galvani сообщает, что Konami, судя по всему, отказались от этой идеи, поскольку слишком много подводных камней для ее реализации. В частности, это касается введения поддержки мобильного геймпада. Именно вместе с ним планировалось добавить в мобильную версию игры как раз-таки возможность кроссплея, чтобы не было такого, что ПКшники и консольщики играют на геймпадах, в то время как мобильщикам приходилось бы просто тапать по экрану. Поэтому кроссплей для мобилок должен был сопровождаться как раз-таки геймпадом и поддержкой для него. Но поскольку данные планы для Konami оказались невыполнимыми, слишком сложными, они, судя по всему, отказались от этой концепции, и получается, что кроссплей у нас будет без мобильных игроков, что называется пронесло. Ну а в комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение касаемо введения кроссплея в игру, как вам играется с игроками на противоположных платформах, хорошо, плохо, какая у вас в целом статистика против игроков с других платформ, в вашу пользу или не в вашу. В общем, обо всем этом и не только, буду рад прочитать в комментариях под этим роликом. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если вы находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Всем спасибо за просмотр и, конечно же, приятной игры. До скорых встреч! Am I